Здравствуйте! Канал «Творчество для всей семьи» участвует в проекте «Хоровод ремесленников». Сегодня я покажу, как сделать панно в технике папье-маше. А в конце этого видео вы увидите еще несколько идей других авторов проекта на грибную тему. Для работы понадобится масса папье-маше, гофрокартон, скотч, акриловые краски. Контуры эскиза я перенесла на лист тонкой бумаги. Картон оклеиваю скотчем. Скотч защитит картон от влаги и не даст ему деформироваться во время сушки. Мотив приклеиваю к картону. При желании можно просто нарисовать на картон. Начинаю с заднего плана. Это большой гриб. Сначала наношу тонкий слой массы. Если вы делаете эту работу с детьми, выбирайте простой с небольшим количеством деталей эскиз. Можно найти в интернете. А еще лучше, если ребенок сам нарисует свою авторскую картинку для этой работы. Эскиз для моей работы нарисовала моя сестра. Тщательно разглаживаю поверхность. При помощи зубочистки создаю текстуру спор. Немного добавляю объема ножки. На данном этапе лучше оставить работу и дать заготовке подсохнуть примерно сутки. Теперь передний план. Делаю грибы в первом ряду. Эскиз поможет сохранить композицию более точной.
Для рябины скатываю маленькие шарики. На эскизе были еще божьи коровки, которые, как мне показалось, не совсем по сезону. И я решила заменить их улиткой. Ее я слепила из самозатвердевающей массы. Края по периметру оклеиваю тонкой папиросной бумагой, можно салфеткой, и клеем ПВА, разбавленным водой. Приклеиваю тонкую бумагу на фон, создаю неровную текстуру при помощи кисти. Теперь можно добавить травки. Я сделала задник для панно, приклеив еще один слой гофрокартона. Теперь можно приступать к окраске. Сначала окрашиваю фон. Окраску грибов начинаю с большого, так как он на заднем плане композиции. Растушевываю тени в тех местах, где есть углубление.
Теперь добавлю света на самые выпуклые поверхности. Покрываю акриловым лаком. Фон я немного запатинировала, чтобы его состарить и придать винтажный вид. Рамку для панно я нашла недалеко от дома. Ветки только спрыснула универсальным лаком из баллончика. Больше с ними ничего не делала. И цвет, и мох – это все природное. Приклеиваю горячим клеем. Рамку сзади укрепила шпаклевкой и окрасила. Мне очень мешала кривизна вот в этом углу панно. Как хорошо было бы прикрепить сюда гроздь настоящей рябины. Но рябина в моих краях не растет. Ну, в общем, получилась осень в прованском стиле. Напишите, понравилась ли вам моя грибная идея. Поддержите это видео лайком, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного и для детей, и для взрослых. А теперь посмотрите еще несколько идей на грибную тему других авторов проекта. Ссылки на каналы участников под этим видео.